Обычно Оливия вела себя очень хорошо, но сегодня она была заметно расстроена. Когда отец не слушал ее, она была на грани того, чтобы устроить истерику. Ее лицо уже покраснело, а слезы начали заливать глаза. Она умоляла отца не идти на работу. Оливия Смит была 8-летней девочкой, жившей в маленьком городке в штате Северная Каролина. Она была любопытным и энергичным ребенком, которого часто можно было увидеть с улыбкой на лице и проблеском удивления в глазах. Ее родители, Джон Смит и его жена, Элизабет, воспитали ее доброй, уверенной в себе и любознательной. Джон был занятым человеком и часто работал допоздна, чтобы обеспечить семью. Он поручал Элис, их няне, присматривать за Оливией и ее младшим братом Мэтью, когда родителей не было дома. Элис была хитрой и загадочной девушкой, часто исчезавшей в своем собственном мире тайн и шалостей. Но Джон доверял ей настолько, что оставлял своих детей на ее попечение. Однажды, роясь в подвале, Джон наткнулся на груду старых коробок. «Какого черта все эти коробки в моем подвале? Оливия, это ты принесла?» – растерянно позвал он. Оливия, которая последовала за отцом в подвал, с любопытством посмотрела на коробки. «Я не знаю, папа. Я никогда не видела их раньше», — ответила девочка. Джон открыл одну из коробок и обнаружил, что она заполнена старыми газетами и фотографиями. Порывшись в них, он нашел фотографию женщины, похожую на Элис. Подозрения Джона росли по мере того, как он находил все новые и новые улики, указывающие на Элис. Он начал задумываться о ее таинственном прошлом и секретах, которые она скрывает. Однажды ночью Джон решил установить камеру в гостиной, чтобы посмотреть, чем занимается Элис, когда она наблюдает за Оливией и Мэтью. На следующее утро, просмотрев записи, он пришел в ужас от увиденного. Элис приводила в дом незнакомых мужчин, пока родителей не было дома. Джон не мог поверить в то, что видит. Он никогда бы не подумал, что его няня способна на такие вещи. Он немедленно встретился с Элис, которая все отрицала, и обвиняла Джона в том, что он ей не доверяет. Джон понял, что должен защитить свою семью от опасной деятельности Элис. Он позвонил в полицию и показал им видеозапись. С помощью улик они смогли арестовать Элис и мужчин, которых она приводила в дом. Если бы не любопытство Оливии и ее стремление к исследованиям, Джон, возможно, так и не узнал бы правду о тайной жизни Элис. Благодаря этому опыту связь Джона и Оливии стала еще крепче. После ареста Элис Джон провел небольшое расследование и выяснил, что до того, как она переехала к ним, она была вовлечена в опасную секту. Ее прошлое объясняло ее странное поведение и потребность искать опасные занятия. Когда Элис оказалась за решеткой, а семья Смит была в безопасности, Джон и его жена смогли вздохнуть с облегчением. Улыбки Оливии и Мэтью вернулись, и они были рады оставить все темные тайны позади. Через некоторое время Джон и его семья получили письмо от Элис, которая все еще находилась в тюрьме. В нем она извинялась за все и просила прощения. Прочитав письмо, семья вместе решила простить няню и забыть эту историю. Шло время. Однажды Элизабет пристально смотрела в телевизор, нервно теребя в руках пульт. Она не могла поверить в то, что видит. На экране мелькала темная фигура в маске, врывающаяся в дома и грабящая ценности. Голос ведущего новостей описывал грабителя как быстрого и неуловимого, не оставляющего после себя никаких следов. В ту ночь Оливия не могла уснуть. Ее мысли были поглощены грабителем. Она жила в страхе, что таинственная фигура проберется в их дом. Она задерживала дыхание каждый раз, когда слышала шум, уверенная, что грабитель притаился прямо за ее окном. Джон и Элизабет сидели за кухонным столом. Их счастливая семья теперь была напряжена и встревожена. Грабитель ограбил несколько домов в их районе, и они не могли не опасаться за безопасность своих детей. Мэтью, младший брат Оливии, был очарован таинственным грабителем.
Для него вся эта ситуация казалась чем-то из кино. Он с жадностью поглощал любую информацию, которую мог найти, к большому огорчению своих обеспокоенных родителей. Однажды днем стук в дверь отвлек внимание Элизабет от обеда. Когда она открыла дверь, ее сердце ёкнуло, когда она увидела, кто это. Рэйчел, их соседка. Она слышала об ограблениях и хотела дать Элизабет несколько советов о том, как защитить их дом. Тем временем Элис, бывшая няня, недавно вышедшая из тюрьмы, не могла не испытывать любопытства по отношению к дому Смитов. Ей всегда казалось, что в них есть что-то необычное, а недавние ограбления только усилили ее подозрения. Проходя мимо дома Смитов, Элис заметила нечто странное – новую камеру наблюдения. Она вспомнила, что в новостях говорили о том, что грабитель всегда нападает ночью, и не могла не задаться вопросом, зачем Смитам камера. Решив докопаться до истины, Элис связалась со своим старым другом-хакером по имени Макс. С его помощью она успешно взломала систему наблюдения Смитов и обнаружила нечто шокирующее. Таинственным грабителем оказалась Рэйчел, их соседка. Элис не могла поверить в то, что видит. До заключения в тюрьму она работала няней у Смитов и никогда бы не заподозрила, что дружелюбная, с виду добрая соседка Рэйчел способна на такие преступления. Элис все объяснила Джону и Элизабет, показав им в доказательство записи с камер наблюдения. Пара была в шоке, не в силах осознать, что кто-то, кого они знали, мог так предать их. Но они были благодарны Элис за то, что она донесла до них правду. Джон немедленно вызвал полицию, и она прибыла в рекордно короткие сроки. Они арестовали Рэйчел и нашли в ее доме все украденные ценности. Оказалось, что она была в долгах и прибегала к ограблению соседей, чтобы расплатиться с кредитами. Когда грабитель был пойман, а их район снова стал безопасным, семья Смитов вернулась к своему счастливому, мирному состоянию. Элис считали героем, и даже Мэтью перестал зацикливаться на таинственном грабителе к большому облегчению своих родителей. Оливия не могла не чувствовать благодарности за то, что сделала Элис. Она всегда считала свою бывшую няню преступницей, но теперь она увидела ее в другом свете. Ей хотелось, чтобы у нее была возможность поблагодарить ее за то, что она спасла их семью от возможного вреда. Через несколько дней Элис навестили Смиты. Они хотели лично поблагодарить ее и предложить ей работу в качестве новой няни. Элис была тронута их жестом и приняла предложение. Она была благодарна за второй шанс, который они ей дали. С каждым днем Элис и Оливия становились все ближе. Они вместе проводили время после обеда, пекли печенье и читали книги. Оливия больше не воспринимала Элис как бывшую преступницу, а видела в ней добрую, заботливую подругу, которая помогала сохранить их семью. Дорогие зрители, а вы бы дали Элис второй шанс? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.